Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Сегодня я хочу вам показать мастер-класс по вязанию шали бактуса. Я покажу, как вяжется фрагмент шали и расскажу принцип вязания. Вязать мы будем по этой схеме. Схема будет прикреплена в конце видео. Скажите мне, пожалуйста, дорогие рукодельницы, а вы любите вязать шали? И носите ли вы шали? Я подобрала большую подборку, коллекцию, и хочу вам показывать на канале такую красоту. Очень много вариантов, много моделей, и если вам нравятся шали и вы любите их вязать, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я буду периодически на канале размещать видео, и будем вязать шали вместе. Вязать я буду из пряжи Flowers от Yarnart. Цвет пряжи у меня будет 282 на этот раз. Метраж у пряжи 1000 метров в 250 граммах. Состав пряжи 55% хлопок, 45% полиакрил. Производитель пряжи рекомендует вязать крючком номер 2,5. Вот я буду вязать крючком Clover, страна производства Япония. Clover Amur. И также можно вязать крючком номер 3. Это тоже крючок Clover Soft Touch. Страна производства пряжи Турция, турецкая, а крючки производят в Японии. Такая замечательная пряжа. В последнее время полюбила я из нее вязать. Вот такие расцветочки. Карту цветов пряжи я также вам покажу в этом видео. То есть очень много вариантов. Очень красивые шали вяжут рукодельницы из этой пряжи. И мы будем с вами... Я буду периодически вам их показывать на канале. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны на канал. И включите колокольчик на все оповещения, чтобы не пропустить мастер-классы и другую интересную информацию. Шаль можно связать за день, либо за 2 вечера. Вяжется очень быстро, увлекательно, легко и просто. Вы можете связать шаль на любой размах крыла. И также бактус. На шаль, которую видите на фото, уйдет всего лишь 1 моток пряжи. Должно хватить 250 грамм. В упаковке 2 мотка. Вес упаковки 500 грамм. Это значит 2000 метров в упаковке пряжи. И вот здесь я сделала перерасчет. В 50 граммах этой пряжи 200 метров, а в 100 граммах получается 400 метров. Схему вязания шали я прикреплю в конце видео. Также буду показывать по ходу просмотра видео. Вы можете сделать скриншот с экрана, либо можете распечатать схему и детально рассмотреть саму шаль, пройдя по ссылке, которая указана в описании под видео в инфобоксе. На втором канале я размещаю мастер-классы, больше фотографий и также схемы, выкройки для того, чтобы вам удобно было вязать вместе со мной и по моим мастер-классам. Канал на Яндекс.Дзене находится у меня, называется он «Мир рукоделия и творчества вязания». Проходите на мой второй канал, если хотите подписаться, подписывайтесь и смотрите больше фотографий и также распечатывайте схемы. Я делюсь с вами интересной информацией, которая нравится мне и, надеюсь, будет интересно вам. Давайте приступим к вязанию. Начнем вязать первый ряд. Набираем 6 воздушных петелек. И здесь вот наберем седьмую. В седьмую я свяжу 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки. И в седьмую же петельку я провязываю 2 столбик с одним накидом. Так, на схеме у нас указано 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Вот я в 7-ю, тут я провяжу 8-ю, но я одну петельку оставлю крайнюю. В 7-ю петельку я провязываю 1 столбик с одним накидом. Таким образом. То есть здесь у нас должно быть 6 петелек. Вот с правой стороны должно быть 6 петель. 3 воздушных петельки, и в это же основание, здесь у меня была 7-я петелька, я провязываю еще 1 столбик с одним накидом. Все, связали центральную часть шали. Это первый ряд. Читаем схему второго ряда. Схема читается слева направо. 3 петельки подъема, 2 соединительных и в арочку цепочки из 3 петелек провязываем 4 столбика с одним накидом. Здесь получается... Так, здесь на схеме указано 3 воздушных петельки, 2 воздушных петельки, потом 3 и снова 2 воздушных петельки. Я свяжу 2 воздушных петельки, 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, в арочку цепочки провязываем 4 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки и в 3-ю петельку подъема 1 столбик с одним накидом. Приступаем к вязанию. Для начала вязания набираю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Для того, чтобы перейти на следующий ряд, разворачиваю вязание, провязываю еще 2 петельки соединительных и в арочку цепочки из 3 петелек провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Провязали 2 воздушных петельки, и в вершину столбика с одним накидом я провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, в арочку цепочки из 3 воздушных петелек первого ряда провязываю 4 столбика с одним накидом. Провязала. И заканчиваем второй ряд. 2 воздушных петельки и в 3-ю петельку подъема. Давайте поближе покажу вам. 1, 2, 3. В основании 3-й петельки провязываю 1 столбик с одним накидом. Вот, связали 2 ряда узора. Читаем схему 3-го ряда. 3 петельки подъема, 3 соединительных петельки. В арочку цепочки из 2 петелек вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 2 петелек вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, 1 столбик с одним накидом. Вершину мы здесь свяжем столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 2 петелек провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, столбик без накида провязываем в арочку цепочки из 2 петелек, заканчиваем 3-й ряд, 3 воздушных петельки и вяжем столбик с одним накидом в основании 3-й петельки подъема. Так, приступаем к вязанию. 3 петельки подъема, 1, 2, 3. Разворачиваю вязание, вяжем еще 3 петельки соединительных и в арочку цепочки из 2 петелек провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, и в арочку цепочки из 2 петелек провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, 1, 2, 3, и в вершину столбика с одним накидом провязала 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, 1, 2, 3. В арочку цепочки из 2 петелек провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 2 петелек провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки и в 3-ю петельку подъема. 1, 2, 3 провязываем 1 столбик с одним накидом. Все, закончили вязать 3-й ряд.
Читаем схему 4-го ряда. Схема читается слева направо. 3 петельки подъема, 2 соединительных, в арочку цепочки из 3 петелек вяжем 4 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки из 3 петелек провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки из 3 петелек провязываем 4 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки, в вершину столбика с одним накидом я буду вязать 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, в арочку цепочки из 3 петелек провязываю 4 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки вяжем 4 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки и заканчиваем ряд столбиком с одним накидом. Приступаю к вязанию 4-го ряда. 3 воздушных петельки, 1, 2, 3, 2 петельки соединительных, 1, 2, и в цепочку из 3 воздушных петелек, вот здесь вот у нас крайняя, в арочку цепочки я провязываю 4 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4. Провязали 3 воздушных петельки, 1, 2, 3, в арочку цепочки в следующую провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в следующую арочку цепочки провязываем 4 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4. Здесь опять вяжем 2 воздушных петельки и вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, в следующую арочку цепочки провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Таким образом у нас выглядит вершина, центральная часть шали. Таким образом выглядит узор. 1, 2, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки в крайнюю провязываем 4 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 2 воздушных петельки и вершину в основании 3 петельки подъема провязываем 1 столбик с одним накидом. То есть давайте я приближу. Вот здесь 3 петелька у меня 1, 2, 3. В основании я провязала 1 столбик с одним накидом. Все, связали мы с вами 4 ряда узора. Узор очень простой, но за счет того, что пряжа очень красивая, расцветки красивые, также появилась на рынке сейчас пряжа с люрексом, тоже Flowers, только она с металлической нитью, с люрексом. Тоже очень красивая пряжа, новинка. И за счет того, что такие красивые цвета, шаль смотрится очень нарядной, красивой, яркой, красочной и необыкновенной. Расцветок очень много у этой пряжи. Продолжаем вязание. Читаем схему 5-го ряда. Схема читается справа налево. Здесь у нас идет 3 петельки подъема, 3 соединительных, в арочку цепочки вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки вяжем 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки, 1 столбик с одним накидом, вяжем вершину столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки, в арочку цепочки из 2 петелек вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки из 3 петелек вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки из 3 петелек вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки, в арочку цепочки из 2 петелек вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки и в 3 петельку подъема вяжем 1 столбик с одним накидом. Так, приступаем к вязанию 5-го ряда. Здесь у нас идет 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Я разворачиваю вязание на другую сторону, провязываю еще
3 воздушных петелек, всего должно быть 6. И вяжу 1 столбик без накида в арочку цепочки из 2 петелек. 3 воздушных петельки. Провязываю 1 столбик без накида в арочку цепочки. Из воздушных петелек 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки я провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки. Вершину столбика с одним накидом провязала 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. И в третью петельку подъема я провязываю 1 столбик с одним накидом. Все, связали 5 рядов. Читаем схему 6 ряда. Схема читается слева направо 3 петельки подъема, 2 соединительных. В арочку цепочки из 3 петелек вяжем 4 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки вяжем 4 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки вяжем 4 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки. Вяжем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. В арочку цепочки вяжем 4 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки. Вяжем в арочку цепочки 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки вяжем 4 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки вяжем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки вяжем 4 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки. И в третью петельку подъема провязали 1 столбик с одним накидом. Так, продолжаем вязать 6 ряд. 3 воздушных петельки. Разворачиваю вязание, 2 петельки соединительных. В арочку цепочки провязываю 4 столбика с одним накидом. Три воздушных петельки. В арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываю 4 столбика с одним накидом. У нее у нас получается через 2 ряда столбики вот эти повторяются. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываю 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. 2 воздушных петельки. 1, 2. И вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. В арочку цепочки я провязываю 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываем 4 столбика с одним накидом.
связали 2 воздушных петельки и в 3-ю петельку подъема провязываю 1 столбик с одним накидом. Вот связали 6 рядов узора. Смотрите, какой красивый, нежный получается у нас узор. То есть шаль будет красивой, ажурной. То есть этот, потом хвостик можно спрятать. Вот так вот будет выглядеть. В этом мастер-классе я показала вам, как вяжется фрагмент шали. То есть далее вы уже продолжаете вязать сами до нужного размаха крыла. Или шаль вы захотите связать, либо бактус. Рисунок, узор идеально подойдет и для шали, и для бактуса. Здесь вот центральная часть шали, а здесь вот у нас левое и правое крыло. Связали 6 рядов по схеме. 7-й ряд вы вяжете по аналогии 3-го ряда, 8-й ряд по аналогии 4-го, 9-й ряд по аналогии 5-го, 10-й ряд по аналогии 6-го, 11-й ряд и опять же повторяете 3-й ряд. То есть у нас ряды повторяются с 3-го по 6-й по схеме. Схему я оставляю для распечатывания. Проходите по ссылочке в описании под видео и посмотрите схему. И также можете посмотреть более детально шаль, пройдя по ссылочке. Спасибо, что смотрите мой канал, досматривайте мои видео до конца. Вы мои вдохновители. Я канал создала специально ради вас, чтобы вязать мне было интересно. В вашей дружной компании мы на канале вяжем совместные проекты. На данный момент мы вяжем тунику, и кто-то вяжет платье. Далее будем продолжать работу над кардиганом и будем вязать голубой жакет. И также я на просторах интернета найду новые модели. Может быть, если что-то мне понравится, я захочу связать, то обязательно проведу и организую совместный мастер-класс, совместное вязание. Присоединяйтесь к нашей компании. Будем вязать вместе. Подписывайтесь на канал и обязательно включите колокольчик, если он у вас еще не включен, иначе вы пропустите информацию, оповещение о том, что на канале у меня вышла новая серия видео и продолжение мастер-классов. Спасибо всем за внимание к моему творчеству. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.